В один прохладный октябрьский день трое друзей – Мелисса, Джош и Нейт – отправились в пригородный лес на пикник. Они учились вместе в университете и хотели отдохнуть от суеты перед экзаменами. С собой взяли термос с чаем, плед и фотоаппарат. Атмосфера была слегка жуткая, туман окутал лес, словно стараясь скрыть в себе что-то древнее и забытое. Но ребята не придавали этому значения. Шутили, смеялись, фотографировались. На одной из фотографий они стояли втроем, обнявшись перед деревом, позируя с улыбками. Позже, в тот же день, Джош выложил снимок в соцсети, написав: «Туман, друзья и чай, что может быть лучше». Это было их последнее сообщение. На следующий день с ними не смог связаться никто. Телефоны были отключены, в общежитии их не было. Начались поиски. Полиция прочесывала лес неделями. Были организованы волонтерские группы, собаки, дроны, все безрезультатно. Со временем о них стали забывать. Родители и близкие не теряли надежду, но даже через год не появилось ни единой зацепки. Лишь спустя 5 лет произошел прорыв. Джош позвонил родителям с неизвестного номера и сказал только: «Мы живы, мы сбежали». Их история шокировала всех. В тот день, как только они зашли глубже в лес, их окружили неизвестные в масках. Их усыпили и вывезли в фургоне. Очнулись они в подвале заброшенного дома, где уже находились другие похищенные. Позже выяснилось, их продали в рабство, нелегальная фирма за границей, охраняемая и изолированная от мира. Связи с внешним миром не было. Попытки бежать были у многих, но удача улыбнулась лишь им через годы наблюдений и подготовки. Когда они наконец добрались до посольства, полиция начала расследование. С их помощью удалось выйти на след преступной организации, и в течение 2 недель вся сеть была разоблачена и ликвидирована. Но одно из самых зловещих открытий ждало их уже позже, когда они увидели ту самую фотографию из леса. Ту самую, с которой все началось. Среди комментариев друзья заметили один: «А кто это стоит за деревом справа?» И правда, в тумане, за стволами деревьев, едва заметен силуэт человека. Высокий, темный, неподвижный. Ни Джош, ни Нейт, ни Мелисса его не помнили. Его не было рядом, когда делали фото. Или они просто его не заметили. Был ли это случайный прохожий? Один из похитителей? Или кто-то пострашнее? С тех пор они не любят смотреть на фотографии. Особенно те, что сделаны в лесу. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.